Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите, смотрите, ну и, конечно, ждете нашей встречи с таким, ну прям, я не знаю, ну прям ценным экспертом-американистом, особенно в этот период конца января, начала февраля, вот в этом всем круговороте. Алексей Наумов на связи прямо сейчас. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, дорогие друзья, здравствуйте все, спасибо большое, спасибо за такую лестную характеристику. В общем, рад всех видеть, рад всех слышать, вернее, я вас не вижу, вы меня видите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Внешпол», сегодня там интересные вас ждут материалы. Вот буквально недавно написал, как свергнуть ненавистный вам режим с помощью, так сказать, давления на него. Ну, в общем-то, да, поехали. Ну и не прибегая к помощи санитаров, конечно же. Всему нас научили отцы-теоретики. Американская есть теория давления на вашего оппонента. Ну, в общем, можем во всем этом поговорить, и, в общем... Да, обязательно поговорим. Друзья, все как всегда. Формат прямого эфира — это общение с вами. Поэтому в закрытом клубе телеграм-канал «Шелест» есть возможность оставить вопрос. Также абсолютно открыто в сообществе YouTube. И чат трансляции, конечно, мы подключим в самом финале. Поэтому в начале вопроса не пишите, просто общайтесь, высказывайтесь. Ну а в финале, конечно же, Алексей ответит на ваши вопросы. Как всегда, QR-код возле меня, возможность на экран вывести вопрос, если такой прям горит, чтобы его все увидели и канал поддержать. Всем спасибо за суперчаты, суперстикеры и вообще за всю любую поддержку, потому что, знаете, надо поддерживать друг друга. Очень нервное время и очень нервный период. Начать наш сегодняшний эфир я предлагаю с такого вопроса, и он на самом деле очень важный. Считаете ли вы важным материалы Эпштейна? Вот прям важно. И варианты ответов. Да, это перевернет или там уже переворачивает мировую политику. Нет, желтуха и все малодоказуемо. Ну, как бы поговорят, да и все. Осадок разочарования и не более. Ну, имеется в виду, там, понятно, что эти все властимущие, элиты, всякие там известные люди, у них там свои пороки. Ну, и такое разочарование, конечно, когда читаешь, кто там фигурирует. Ну, и все, как бы такой моральный больше осадок, ничего больше. Ну, или обыденность. В США, конечно, возможно, перевернет в политику, но в мире в целом как бы нет. В общем, такие варианты, да, от ультра такого важного до такого посредственного. Алексей, конечно, с этого я не могу не начать наш сегодняшний выпуск, потому что 3,5 миллиона файлов, уже есть там расшифровки, он там кому-то пишет. Слушайте, у меня такое ощущение сложилось, что этот Эпштейн ничем больше не занимался, только письма электронные писал всем подряд. Как бы вы ответили на вопросы, и действительно переворачивает ли вот этот кейс мировую политику? Вы знаете, мне кажется, что если я отвечу на этот вопрос прямо сейчас, то это может несколько изменить результаты голосования. Давайте я начну с того вообще, кто такой Эпштейн и что это за личность. На русский язык характеристика деятельности Эпштейна очень хорошо переводится или выражается словом «решала». Эпштейн – это человек, который решал проблемы. Он со всеми был знаком, с политиками, с бизнесменами, с деятелями культуры и, решал вопросики. Буквально обкашливал вопросики, да, как вот есть такой мем. Он не только занимался вот этими страшными сексуальными преступлениями. Я вот наткнулся на письмо его, я читал вот эти документы, конечно, не все миллионы, их невозможно прочитать, но что-то я читал, и вот там, например, есть письмо, по-моему, балерины из Молдавии, то есть, типа, вот хорошая девочка, а ей бы надо устроиться в балетную школу, денег нет, и вот он ей помог, устроил в балетную школу. То есть, как бы вот он такой злой гений, да, гений общения, человек со всеми знакомый, человек со всеми на короткой ноге, стремившийся к наибольшему количеству знакомств, стремившийся увеличить свое влияние. И вот это вот материалы Эпштейна, это все, что в этом деле есть. Это анонимные жалобы, записки, имейлы, всякого рода там какие-то обвинения, которые против него выдвигали, официально, неофициально. То есть просто кто-то позвонил, сказал, вы знаете, Эпштейн там страшными делами занимался, и это попадает вот в эти документы. Поэтому там достаточно много всякого мусора, откровенно. Там довольно много вещей, которые могут быть истолкованы превратно. Ну вот, типа, принц Эндрю склонился над бездыханным телом девушки. Есть фотография, там девушка не бездыханная, она, видимо, без сознания. И какой вывод мы из этого делаем? Ну, какой-то делаем, да. Очевидно, что после знания мы все крепки, после знанием мы все сильны, но тогда
грубо говоря, вот казалось, что Эпштейн — это такой крутой мужик, который, типа, классный такой бизнесмен со всеми на короткой ноге. Была интересная там история, например, вот он помогал сыну Виталия Чуркина, спецпредставителю России при ООН. Помните, я еще был в 2015 году. Помогал ему там освоиться в американской бизнес-среде. То есть это такой человек, гнилое нутро которого не было видно сразу всем. Это человек, которого все знали, человек, с которым все общались, с которым модно было общаться, но вот внутри он оказался буквально хрестоматийным злодеем. Так что я полагаю, что у наших дорогих зрителей была некая возможность сейчас выразить свое мнение. Я скажу, что мне кажется, что все-таки небольшое влияние это окажет на американскую политику, просто потому что никого уже ничем не удивить. Уже все видели, все знают. Вообще в истории американского общества есть несколько волн разочарования людей в государстве. Вот одна из первых волн — это Вьетнамская война. Ого, оказывается, государство может нам врать. Оказывается, все эти хвалебные репортажи, что бравые, значит, солдаты с вертолета убили 50 вьетнамцев, не пострадали сами, это все может быть вранье. И цели Вьетнамской войны тоже как бы непонятны, да, и вот тогда это началось. Война с террором тоже принесла много недоверия, когда пробирка Пауэлла все-таки, несмотря на то, что это хрестоматийный сюжет в критике США, ну, правда, в США это помнят. Ну и сейчас, ну да, Эпштейн, ну плохо. Очевидно, противники Трампа будут его атаковать, сторонники Трампа будут его любить. Так что, в общем-то, и тем более, как события развиваются. Сейчас Гренландия станет 52-м штатом, Канада 51-м, как Трамп уже обещал. Ну, то есть Иран сейчас, Куба под вопросом. И вот этот огромный поток, паровоз вообще информации, который сносит голову каждому из нас, уже забывается все, что было вчера. Это, знаете, я видел такое интересное заключение, что английский крестьянин в жизни не потреблял столько информации, сколько находится на последней странице одной из ежедневных газет. И, очевидно, наш доисторический мозг, который должен сидеть, типа, там, с мужиками в пещере и жарить мясо, а потом его женщинам нести, он как бы не рассчитан на вот это все. Так что я думаю, что, конечно, противники Трампа будут это использовать, но в целом это все... да, он что там? Там же вы видели, да, вот были обвинения самые адские, что он, значит, осматривал сам малолетних девочек, что-то убивал их и хоронил их на гольф-поле. Господи, какая духа. Понятно, что, знаете, есть такая тактика, она называется тактика красной селедки. Это прямой перевод англоязычного термина red herring, когда вы в какой-то материал подбрасываете что-то очень заметное и что-то очень, типа, нифига, детей убивал и, типа, ел их живьем, ни хрена себе. Там просто есть такие подробности, я не буду делиться ими с дорогой публикой, уважаемой, но если кому интересно, можете почитать. Конечно, может быть, это отвлекает внимание от реальных каких-то проблем. Понятно, что кто-то спал с этими девочками маленькими. Понятно, что многие об этом знали. Понятно, что нутро это гнилое. Но окажет ли это влияние большое на американскую политику? Нет, не окажет. Кто Трампа любил, тот его продолжит любить. Кто Трампа не любил, тот его продолжит не любить. Ну, 38 тысяч раз его имя упоминалось в этих, уже посчитали, да, в этих файлах. Причем там такой разговор идет, ну, обо всех. И все так, вот, того упоминали, да всех упоминали. Они там друг другу кости мыли в этих переписках. Просто понимаете, в чем главный момент? Вот Украина же стремится стать частью Запада. Украина стремится в Запад, в Европу. Вот это вот сейчас танцы вокруг переговоров, к которым мы сейчас перейдем. Но у меня перед этим такой более такой пространный, наверное, где-то вопрос. Получается, что сейчас украинцы, в том числе, гибнут за то, чтобы стать частью вот этой культуры, вот этих элит. Вот украинцы гибнут за всякие там подношения и мертвую воду с мертвецов там Ермака,
Ведьмака, когда он был в кресле главы офиса президента. Причем, знаете, все так очень обходят стороной, типа, а что Зеленский, а что Зеленский? Так если они с ним играли в теннис, фильмы смотрели старые, спали в одном бункере, да, ну, понятное дело, что он не мог этого не знать, да, каких-то там подробностей о ближайшем своем человеке. Понятно, что в американской и европейской, ну, вот элитарной западной политике по-любому все обо всем знали. И вот от того, что все знают, становится немножко как бы не по себе и мороз по коже. А куда же мы стремимся? В какую, простите, западную цивилизацию? Ну, давайте, да, честно скажем, что, знаете, вот, грубо говоря, за последние несколько лет мы узнали, что в мире ничего не решают международное право, в мире ничего не решает понятие о справедливости или несправедливости, и всем в значительной степени заправляют какие-то элитные педофилы, наркоманы, в общем, не очень хорошие люди. И поэтому пора бы распрощаться с иллюзиями. Очевидно, что нету того благословенного Запада, на который куда бы все стремились. Я думаю, что и русские, и украинцы, особенно вот сейчас, в последние годы, люди, которым довелось пожить, например, в том же Европейском Союзе, ну, как бы поняли, что это совершенно не та Европа, которая вот казалась там людям советским, да, будет какой-то, ну, кардинально отличающийся, каким-то вот прям светлым Западом таким. Нет, этого нет. И очевидно, что если кто-то всерьез полагает, что кто-то сражается за то, чтобы быть частью западного мира и имеет в голове, не знаю, там типа Аристотель стоит с Сократом, благословляет, значит, на этот поход против варваров. Нет, это совершенно не так. Очевидно, что сейчас, по сути, какая может быть ситуация. Давайте представим себе идеальную ситуацию для Украины. То есть мы начнем с этой страны, представим, какой может быть идеальная ситуация для Украины. Предположим, Украина, не знаю, каким-то божественным вмешательством, или, не знаю, Андрей Ведьмак скастовал спелл и победила Украина. Значит, Украина становится фронтиром. Она становится вот прифронтовой зоной, да, то есть как бы у вас тут есть, значит, страшный Мордор, это Россия, и она как бы никуда не девается. Даже идеальный сценарий для Украины, даже типа магия Ведьмака не такая сильная, чтобы обеспечить развал России. Россия останется. Предположим, вернутся границы 91 года. Ну, как бы, вот. И Россия останется, и Украина останется вот этой прифронтовой зоной, которая будет, типа, буквально сдерживать урукхаев и орков, которые будут там жить. Это будет страна под постоянной угрозой военного нападения. Это будет страна, где невозможны будут никакие долгосрочные инвестиции, потому что какие долгосрочные инвестиции, когда назгулы уже летят, или назгулы, назгулы, наверное, назгулы, вот, и они летят, и, типа, Россия вот-вот нападет, и о каком долгосрочном развитии может идти речь. Воровство продолжится мобилизация, но не в значении, что людей будут хватать на улицах, хотя, возможно, и будут долго хватать, но общество будет находиться в состоянии постоянной мобилизации. Это общество, где не будет спокойствия, это общество, из которого родители захотят увести своих детей, чтобы те лучше, не знаю, занимались какими-то интересными науками или рисовали картины, а не были вот этим постоянным обществом сдерживания. Ну, типа вот «Игра престолов», да, опять вот эта стена на севере. Вот это буквально, это лучшее будущее, которое возможно для Украины в случае победы Андрея Ведьмака. И это как бы ничего себе. А более реалистичный сценарий заключается в том, что Украина в итоге согласится с теми условиями, которые выдвигает Россия, но буквально там провоевав несколько лет, потеряв цвет нации, понимаете, как бы мы ни относились идеологически к людям, которые идут на фронт там с той или другой страны, считается, что если человек ответил на зов Родины и пошел, записался там в военкомат первым, это человек, обладающий довольно высокой степенью гражданского самосознания. Человек разумный, человек образованный, человек, готовый пожертвовать собой ради, значит, государства. Мы можем как бы с ним быть совершенно не согласны, но, грубо говоря, представьте, воюют себе там, не знаю, Англия и Франция. И вот, по идее, англичанин, значит, пошедший в военкомат, и француз, пошедший в военкомат, ну, это как бы люди довольно высоких гражданских качеств. Все такие люди уже погибли, большинство людей таких погибло, кто мог, уехал, и, соответственно, в итоге Украина лишится территории, лишится земель, лишится значительной части политической самостоятельности, состоятельности и субъектности, и при этом еще получит огромную дыру в своем генофонде. Это более реалистичный сценарий.
И как бы можно, когда вы призываете людей идти на фронт, можно кормить их байками про, не знаю, как там, французская какая-нибудь Дева Свобода их провожает в бой. По факту люди сражаются сегодня за два негативных сценария для Украины. Нет сегодня позитивного сценария для Украины в нынешнем формате, потому что даже если все хотелки Зеленского будут реализованы, это будет тяжелая, кошмарная ситуация и очень тяжелая для жизни страна, которая буквально всегда будет на острие атаки, всегда будет над ней занесен вот этот русский меч. Поэтому... Так что, конечно, нет, не нужно там очаровываться, надо смотреть на вещи довольно Так, а о трезво, чем даже если переговоры? кому-то не нравится. Ну вот о чем переговоры? Вот смотрите, тоже какая-то странная история. Объявляется энергетическое перемирие, которое сегодня, ну, уже там отрапортовали, Минэнерго украинский. Короче, сегодня закончилось. Хотя тоже тут такой момент. Минэнерго говорит, что бьют, а Зеленский говорит, преднамеренно не бьют. Ну, как бы целенаправленно. Это вообще новая формулировка сегодня прозвучала от Зеленского, потому что, ну, ему дай только повод, он всех собак спускает, эмоциональных, вербальных, ну, вот это все, да, вот как бы выливает в сторону России. Это его тактика последнее время и вообще всю дорогу, да, всю дорогу этой войны. А тут, смотрите, целенаправленно не били. Это как случайно залетел дрон куда-то или что? То есть что-то странное происходит. Переговоры, которые должны были быть сегодня, 1 числа и 2. Вчера-сегодня. 1 числа, 2 продолжится 2 дня. Сначала у нас была информация, что эти переговоры будут двухсторонними. Кушнер и Витков не поедут в Абу-Даби. Потом нам Зеленский дает такую удочку, забрасывает, такую наметку, что ну, там с Ираном непонятно, поэтому, скорее всего, перенесут. Смотрите, Иран, ну, там у них своя риторическая как бы перепалка. С одной стороны, вроде как министр иностранных дел Ирана говорит, что как бы мы за соглашение. Ну, там не такое кабальное, поэтому давайте говорить. И Трамп такой говорит, принимайте. И все вроде как готовы говорить, но все равно как все готовятся к войне, и там серьезные учения и у прокси Ирана, и у самого Ирана. В общем, там взрывы прогремели буквально вчера. Ксировцев якобы, да, так сообщают, в общем, пострадали, ликвидировали от этих ударов. То есть Иран как бы не повод не встречаться. Но потом говорят, да нет, давайте в середине недели, 3-4 числа. Хорошо, но Зеленский опять говорит, что это трехсторонняя встреча. Получается, что уже как без американцев не сесть и не поговорить. В общем, какая-то странная чехарда вокруг этих переговоров. И Дмитриев, который сегодня вернулся из Америки. Он был в Майами, и Витков говорит, великолепно поговорили. У всех такие хорошие разговоры, только раунды переносятся, и вообще непонятно, да, куда идет эта линия. Как вы считываете эту переговорную историю? Вы знаете, да, касательно энергетического перемирия, внимательные читатели моего телеграм-канала «Внешпол», подписывайтесь, «Внешпол», то есть внешняя политика. Как раз сегодня прочитали о том, как это обычно работают вот эти удары по энергетике и для чего это нужно. Плюс у меня был пост недавно как раз о том, что вообще Россия на самом деле довольно удачно для себя этот мораторий. Дело в том, что урон энергетической инфраструктуре Украины нанесен такой, что недельная пауза, которая там вот якобы сейчас до сих пор продолжается, максимум позволит наладить снабжение жилых домов. Ни о каком электроснабжении военных объектов не говорить нельзя. Плюс Владимир Путин и Россия показывают себя как страна адекватная, готовая к переговорам, готовая идти на какие-то там компромиссы, готовая слушать контрагентов, а не говорить о том, что, не знаю, там, ну, нам нужно НАТО, нужны границы 91 года, хотя о них уже в последнее время и неприлично как будто вспоминать. Ну и плюс очевидно, что Россия, попросив уступку, вернее, пойдя на уступку Дональду Трампу, может попросить уступку взамен. И уступка это может быть не краткосрочная, а долгосрочная. На заявление Зеленского в этом плане, мне кажется, большого внимания обращать не нужно, потому что он уже нас уведомил, что когда там с 30 января это перемирие якобы началось, хотя Россия не говорила про 30 января, а говорила про окончание 1 февраля. Плюс, понятно, у него ситуация довольно аховая, потому что не очень понятно, что на самом деле делать.
Не очень понятна перспектива военного сопротивления, не очень понятна перспектива как бы вообще сохранения какого-то управляемости в гражданской сфере. Ну, типа реально, то есть холодно, нет света, и что будет потом, когда будет тепло, и вся эта система водоснабжения будет с там разорванными трубами и так далее. Я полагаю, что переговоры продолжаются, и мы ближе к миру, чем мы когда-либо были. Но я замечаю некую несвязанность. Несвязанность это заключается в том, что американцы говорят, ага, остался у нас, походу, только один вопрос. Вопрос этот земельный. И, соответственно, все сейчас ведут переговоры вокруг этого, финализируя документы, режим мониторинга, режим прекращения огня, чтобы, когда вопрос земель будет решен, все вступило в силу. Но российская сторона, обратите внимание на сегодняшнее заявление Дмитрия Пескова, говорит, что по некоторым вопросам есть подвижки, а по некоторым вопросам подвижек нет, множественное число. Соответственно, мы делаем вывод, что Россия, видимо, по-прежнему настаивает не только на уступке территориальной, но и уступке политической, касаемо русского языка, Русской Православной Церкви Московского Патриархата, вернее, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, прошу прощения, и, очевидно, считает этот вопрос важным. И если вопрос земель может быть решен, он может быть решен как дипломатией, так и силой со временем, то вопрос русского языка и УПЦ – это вопрос сложный, и я не вижу, на что бы Россия его сейчас могла променять в качестве компромисса, и зачем бы ей это вообще было нужно. В целом мы видим, что В смысле, Россия что было сейчас... нужно? А? Что вы имеете в виду? Зачем России... Зачем ей было бы нужно отходить от этих требований меняться. в обмен на что-то? Типа, что может дать Украина, чтобы Россия перестала требовать УПЦ МП? Вот, поэтому я думаю, что Зеленский находится в режиме постоянного, как это называется, damage control, да, то есть он постоянно затыкает дыры в прорвавшемся информационном кране, скажем так. Поэтому его заявление не слишком здесь, мне кажется, релевантно. Да. Так а кто поедет? Зеленский в Москву или Путин в Киев? Я думаю, что никто никуда не поедет, и в итоге будет... встреча, если и когда она будет, не знаю, в Стамбуле, например. Встреча для финализации соглашений. Но в целом, я думаю, на самом деле, гораздо более реалистичный сценарий, что Зеленский поедет в Москву. Это потребует там довольно какого-то мощного поражения Украины. Пока мы его не видим. Но давайте как бы, да, отвлечемся от наших пристрастий политических и посмотрим на ситуацию, что называется, в таком в отдалении. И мы видим, что Россия постепенно своего добивается. Поэтому визит Зеленского в Москву в этом плане гораздо более вероятен. Ну, вот так. Ну, погодите, добивается чего? Москва добивается постепенно того, чего она хочет. Ну, как бы с каждым днем она постепенно берет под контроль все больше территорий. Москва работает над тем, чтобы связность украинского общества ввиду проблем с инфраструктурой нарушалась. Чтобы не только военные заводы не получали электроэнергию, но и люди видели, что... как бы сопротивление не приносит пользы. С каждым днем все хуже, все холоднее, света все меньше, графики обеспечения электроэнергии все отодвигаются. Смотрите, как бы опять же, читатели моего замечательного телеграм-канала это видели, но я проговорю, что вообще тактика давления с помощью атак на инфраструктуру – это известная тактика. Она применялась там и союзниками против Гитлера, и американцами против Вьетнама, и НАТО против Югославии, заключается в следующем, что вы, во-первых, лишаете вашего противника доступа к энергоресурсам с целью производства там, каких-то товаров военного значения, но и наказываете его, то есть показываете жителям, что поддержка режима имеет ценность, и если вы будете его поддерживать дальше, у вас будет типа меньше света. Сочетание этих двух факторов дает нам еще третий фактор, который необходим. Это стратегия выхода. Вы говорите, вы можете продолжать мерзнуть, продолжать сидеть без воды, без света, но есть альтернатива. Альтернатива – это согласиться на какое-то нестыдное поражение. То есть то поражение, которое вы сможете продать своей внутренней аудитории. Я приведу в пример Югославскую войну, когда Совбез ООН вынес резолюцию, эта резолюция формально подтверждала территориальную целостность Югославии. И Милошевичу можно было принять эту
принять эту резолюцию, несмотря на то, что Косово по факту выходило из-под контроля, из-под его контроля. Поэтому, если Россия сможет предложить Украине вот этот нестыдный какой-то мир, потому что отдача Донбасса – это стыдный мир. Я понимаю, что Россия это сейчас добивается и добьется в итоге, скорее всего. Но если мир будет нужен прямо сейчас, то можно предложить что-то типа не стыдное. То, что Зеленский может сказать, типа, да, мы выстояли. Я думаю, что в итоге, кстати, и отдача Донбасса тоже будет подана Зеленским как не стыдный мир. Типа, мы сохранили Украину, мы оставили, значит, там свою владу, но при этом мы сохранили жизни наших людей. Поэтому я думаю, что вот. Мгм. Вы смотрите, вы делаете, скажем так, такую параллель забрасываете и говорите, что по поводу стыдно, не стыдно, что не видите на что могут поменять там статус русского языка, там церковь и так далее. И зачем, да. Угу. Да, и мол, незачем. Хорошо, а на что тогда готовы поменять Донбасс? Ведь в этом, так называемом энергетическом перемирии, это же прям, понимаете, у меня такое сложилось впечатление, это вот в миниатюре вообще это вся война. Вот в миниатюре. Когда, условно, из Киева чиновники первым делом, да, говорят, что, ребята, мы как бы об этом перемирии узнали от самого Трампа вот вместе с вами, когда он сидел там со своими министрами. То есть Зеленский потом признал, что он ничего не знает об этом. Потом только спустя какое-то время сказал, вот там с 0 часов сегодня. Хотя вы правы, не было четкой даты начала. Да? Начало это фактически было слово Трампа. И какие-то там маловнятные вбросы о том, что был приказ, не было приказа, типа не стрелять. Получается, это все действительно война в миниатюре, когда Зеленский как бы в стороне. Он, конечно, громкий, яркий, но в стороне от принятия каких-то решений. Поэтому тут вопрос стыдно, не стыдно натыкается на ключевой уточняющий вопрос. Стыдно кому? Кая Каллас сегодня выходит и говорит, если так перекладывать на текст, она опять сказала, что Россия за последние 100 лет 19 раз на всех нападала, на Россию никто не нападал. Это, конечно, я думал, ей сказали, как бы немножко сказали, Кая, ты там чуть-чуть, давай, сверь часы с хронографом, как бы почитай хоть немножко, там, 100 лет вообще, вот эти, о чем ты? В общем, она опять это повторила. Но она же сказала, что Украину будут нагибать на уступки, и, судя по всему, эти уступки, как бы будут. Так вот, на что тогда менять? Не выйдет ли так, что, условно, вот эту там церковь, язык гуманитарный, там третий эшелон вопросов, просто обменяют на первый, территориальный. А, соответственно, то, что внутри, имеется в виду там милитаризация, да, имеется в виду количество армии, там все остальное, просто оно рассыпется или, в общем, останется неудел, как никто не будет платить этой армии, ее распустят. И вот так, в принципе, к этому всему и придут. Потому что кажется, что эти все условия, мы же там как говорили там раньше, например, там Украину обменяют на Венесуэлу. Или, например, Гренландия там покажет, или там еще что-то. Сейчас там тоже очень интересный момент между Россией и Соединенными Штатами Америки. Момент истины. 72 часа остается до окончания действий СНВ-3. А Медведев сегодня говорит, так любой, кто в кресле президента России должен готов нажать на красную кнопку. Это же ядерная держава. То есть мы понимаем, что тут как бы прикручивать Украину, в плане там обмена что-то на что-то, уже как-то не выгорает. Такое ощущение складывается. Или обманчивое это ощущение? Что думаете? Прикручивание Украины действительно это хорошая формулировка, потому что для России здесь есть два конфликта. Первый конфликт – это, безусловно, конфликт России и Украины. И тут мы видим вопросы территории, тут мы видим вопросы русского языка, ПЦМП и так далее. Второй конфликт – это конфликт России и Запада. Очевидно, вообще, если вы помните, изначально ультиматум, так называемый в западной историографии именуемый ультиматумом Путина или ультиматумом Лаврова, то есть набор требований, который был предъявлен к Западу зимой 2021 года, это вообще набор требований к Западу. Это не набор требований к Украине. Поэтому я думаю, что в целом договоренность по Украине станет некой общей, станет частью общей системы договоренности России и Запада. Потому что
России нужно выстроить нормальные отношения с США, выстроить какой-то миропорядок, который, в общем-то, удовлетворит амбиции России в вопросах собственной безопасности и в вопросах некой сферы привилегированных интересов. Поэтому мы можем, знаете, можно найти на самом деле довольно много компромиссов по второстепенным вопросам. Обратите внимание, как идеологически заряженная формулировка возвращения похищенных украинских детей в изначальных требованиях Украины трансформировалась в довольно безобидное воссоединение семей. Ну, никто не будет выступать против воссоединения семей. Поэтому я думаю, что по Донбассу возможны некоторые компромиссы касательно, что в каких-то регионах может не быть ни того, ни другого, ни тех, ни других вооруженных сил. Но это все должно быть встроено в общую рамку. Просто договориться с Украиной России не нужно. России необходимо, чтобы НАТО не пыталось интегрировать Украину в свою военную инфраструктуру. Как официально с формальным членством, так и неофициально. Просто, по сути, пытаясь разместить какие-то контингенты и так далее. То есть для России Украина – это все-таки инструмент торга с Западом. Как и для Запада, очевидно, Украина всегда была инструментом противодействия России. Грубо говоря, Запад, перестаньте использовать Украину как отмычку против России. Перестаньте делать из Украины антироссию. В итоге понимаете, что получается? Что Запад поддерживал вот этот проект «Антироссия» на территории Украины. В самой Украине было значительное количество людей, которые были рады, которые хотели использовать свою собственную страну как плацдарм для наступления на Россию. А сейчас в итоге больше всего пострадала, собственно, сама Украина, которая стала площадкой «Антироссия» для Запада. Но Запад не страдает, Запад только деньги платит, да и то американцы уже только зарабатывают на этом всем. А страдает больше всего, собственно, сама Украина. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Александр, я полагаю, что соглашение по Украине станет частью общего соглашения России и США. И именно поэтому ездит Дмитриев, потому что он понятно, что не только Украину там обсуждает, там вопрос восстановления бизнес-связей, вопрос снятия санкций, вопрос неких разграничений по безопасности в Европе. Трамп не хочет, чтобы Европа была зоной войны. Он хочет, чтобы Европа была зоной спокойствия и безопасности. Это можно сделать только через договоренность с Россией. Россия готова договариваться с США, но сначала необходимо ей решить вот этот вопрос безопасности с точки зрения Украины. Поэтому да, безусловно, это будет часть одной большой ценности. Ну, вы знаете, тут по поводу Запада, он же сейчас и Запад как-то разный, да? Тут классика жанра. Говорит, грустной задницей радостно не пукнешь. Писториус своим европейским коллегам по поводу увеличения военных бюджетов. Ну, вот это вот выдал. Министр обороны так на секундочку. Мартина понимаете? Лютера, типа, он процитировал, да. Ну, вы понимаете, в чем дело? Процитировал-то понятно, но вы же видите, что разброд и шатание с точки зрения этой Европы. И сейчас мы находимся у какого-то момента истины. Я не просто так начал наш сегодняшний разговор там с Эпштейна, не потому что это хайпово. Вы же видите, как там то один советник уйдет, там словацкий, то Британия, то еще там, в общем, то тот, то этот, бывший посол, кто-то что-то... Все как-то, знаете, я вот Украину вспоминаю. Вот человек попадается на том, что он там где-то фигурирует, и он уходит типа, ой, я не при делах. То есть нет ответственности. Я уйду на фронт, говорит нам Андрей Ведьмак. Да, я уйду на фронт. Или там, ой, я ухожу, чтобы не было скандала. Погоди, так ты участвовал или не участвовал? Если ты участвовал, то что ты, где ты участвовал? Если ты знаешь, почему об этом не сообщил? Во многих странах, кстати, если ты знаешь о преступлении, не сообщаешь о преступлении, то ты как бы тоже виноват. Ну, по их юридическим вопросам. Вообще Европа напоминает такого коллективного безответственного. Не с кого спросить. Вот прям не с кого спросить. Но, тем не менее, там Америка дает сигналы, что она как бы Украине помогает, поддерживает Украину. Чего стоит только эпопея со Старлинками и Илоном Маском? Ну,
То есть они публично с Федоровым в Иксе, бывшем Твиттере, вот это вот все там обсуждают. И в конце концов сегодня, вот прям понедельник, обсуждали, выкатывают решение, что теперь все Старлинки будут централизованы. Илон Маск, молодец, спасибо ему, ограничил использование для россиян. Как бы помогая прямо украинской армии. Но это же помощи, это помощь не деньгами, это помощь, понятно, по большей части репутацией, софтом, программой, обеспечением. Да, это как бы мало чего стоит в плане расходов. Это не продажа денег, не продажа оружия. Но, тем не менее, это помощь. И многие прям сейчас поднимают. Сейчас все опять начинают любить Илона Маска. Хотя раньше там на Теслах по Киеву писали, какой он негодяй. Ну, прям на Теслах, да, которые сейчас выпускать не будет. То есть, нужно понимать, готов или не готов Запад продолжать эту войну. Как вам видится? Смотрите, Запад, очевидно, состоит из двух частей. Это США и Европейский Союз. Европейский Союз готов продолжать войну на словах. У него не очень хватает для этого денег. Деньги пока есть, и они, как мы видим, Украине переводятся. И не очень хватает вооружения. Плюс мы видим, что на Западе, внутри Европейского Союза, есть некие разногласия по поводу того, а нужно ли разрешать Украине покупать, например, британские ракеты Storm Shadow на те деньги, которые выдаются Европейским Союзом. Или необходимо покупать только европейские ракеты, евросоюзовские. То есть на Западе решимость пока есть финансовая возможность в ЕС. Вторая часть Запада – это Соединенные Штаты Америки. Здесь есть желание Дональда Трампа покончить с этим конфликтом. Покончить с этим конфликтом ему нужно для того, чтобы наладить отношения с Россией. Наладить отношения с Россией надо для того, чтобы успешно противостоять Китаю, потому что без этого успешное противостояние Китаю со стороны США будет довольно проблематичным. Поэтому Илон Маск не то, чтобы выступает на стороне Украины. Илон Маск выступает на стороне, во-первых, собственного босса Дональда Трампа, а во-вторых, на стороне его стратегии. Стратегия Дональда Трампа заключается в том, чтобы не дать Украине разгромно проиграть, чтобы не дать Владимиру Путину заявить о полной победе, потому что о полной победе должен заявить только Дональд Трамп с точки зрения Дональда Трампа. Поэтому они играют вот роль такого уравнителя. Да, они помогают Украине разведданными, они помогают Украине старлинками. Илон Маск, помимо того, что борется с российским здесь влиянием, он, грубо говоря, борется за законное использование своего собственного Старлинка. В его посте в X было сказано, что как раз они работают над тем, чтобы лишить Россию неправомочного доступа к системе. Да? Поэтому США сейчас пытаются выступить неким уравнителем только для того, чтобы заключить соглашение, которое не приведет к однозначной победе России. Почему? Это тот же самый ответ, который я даю на вопрос, а почему, если Дональд Трамп хочет положить конец войне, он не может просто отключить Украину от разведданных, отключить ее от старлинков, тогда все закончится очень быстро. Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Россия пошла на какие-то уступки, потому что безоговорочная победа Владимира Путина будет выглядеть унижением для Дональда Трампа. Она будет выглядеть как то, что он его переиграл и получил все, что хочет, силой. Россия должна пойти на уступки. Украина должна пойти на уступки. Все должны сказать спасибо дорогому Дональду Трампу с его собственной точки зрения. И вот это будет уже, по его мысли, хорошим завершением этого конфликта. И на это он сейчас работает. И на это работает Илон Маск. Он не то, что открывает бесплатные поставки старлинков каждому украинцу. Он опять помогает США, администрации Трампа, достигать своей цели. Вынудить Россию пойти на какие-то уступки, но и не пытаться обеспечить победу Украины, потому что это, в общем-то, невозможно. Поэтому два направления внутри западного лагеря. У США есть желание завершить конфликт, у Европейского Союза есть желание конфликт продолжать, и пока для этого есть финансовые возможности. Внутри Украины также мы видим, что есть желание продолжать конфликт, несмотря на то, что говорит там Юрий Ким, что ли, да, это тоже интересно. Виталий Ким, да.
Господи, Виталий Ким, да. И мы видим, что боевой дух армии продолжает держаться на каком-то как бы приемлемом для Украины уровне, и какого-то массового коллапса на фронте мы пока не видим. Именно поэтому пока все продолжается. Россия, обладая преимуществом и на фронте, и в экономике, продолжает требовать свое. Украина на эти уступки идти не готова, ну и поэтому мы вот находимся в состоянии продолжения конфликта. Пока, как бы, грубо говоря, причин, чтобы он продолжался, больше, чем причин для его завершения. История, которая, знаете, называется рубрика «Очевидное невероятное». То есть это все очевидно, но звучит же новостейно, сенсационно, невероятно. Хотя все прекрасно понимают, почему. Помните танкер, который задержали с российским флагом? Там украинцы в основном экипаж. Так вот, их отпустили. Одного там старшего оставили под арестом в Соединенных Штатах Америки. Но тут же как бы зрада подкралась оттуда, откуда они ждали. Значит, из 17 украинцев, да, под арестом один, и 16 украинских моряков, они были на борту так называемого теневого флота, они отказались ехать в Украину. В общем, одесситы, херсонцы и один киевлянин. Принаймні, их заверяли, что судно вообще к России не имеет никакого отношения, не находятся под санкциями, ничего не знают, Сейшелы, курс на Венесуэлу, все хорошо. Но после смены флага, в общем, 5 украинцев дали показания ФБР, остальным купили билеты туда, куда они попросили, но не в Украину. Они побоялись преследования, госизмены, ну и всякой остальной этой чепухи. И, понятное дело, наверняка там вот этой мобилизации, которая сейчас разворачивается. По мобилизации тоже интересно. Тут выходит одна из медсестер. Ну, она как бы известна тем, что она в кредит Мерседес взяла. И говорит, имею право, чтобы ко мне пристали. Ну, волонтер, деньги собирает, медсестра, тоже и Мерседес в кредите. Вот. Она говорит, что из 30 тысяч 10 тысяч только доходят до учебок, и то это все кривые, косые. Поэтому, наверное, точно моряки бы пригодились из этого судна. Понимаете, это о многом говорит, что граждане, да, вот даже попавшие в такую ситуацию, они не хотят возвращаться в свою страну, они едут куда, ну, куда-то в другое место, да, там, где, видимо, работа, там, где, видимо, там, или семья, или что-то еще. Нам всячески говорят о том, что вот война это, если закончится, то будет, мол, еще хуже. Ну, имею в виду, с работой, с обстановкой, там, ветераны повозвращаются, начнут права качать, там, постреливать, ссориться, ОПГ организовывать. Но кажется, что хуже, чем есть сейчас, уже не будет, да, по отношению там, к Украине. Есть американцам вообще да, какое-то дело, что будет после войны на территории Украины? Я имею в виду режим, формат функционирования общества, отношение гражданина к своему государству. Нет. Следующий вопрос. Смотрите, очевидно, что США не обладают неким пиететом по отношению к Украине. Особенно это касается Дональда Трампа, который не очень любит Владимира Зеленского и в целом к Украине относится, ну, как бы так, пренебрежительно. Для США Украина – это инструмент. Инструмент, во-первых, ну, как бы взаимоотношений с Россией, и инструмент заработка денег. Отсюда мы получили сделку перед Коземом, а потом в целом ресурсную сделку. Поэтому, конечно, если будет достигнуто некое соглашение, то внимание США к Украине будет диктоваться возможностью заработать на территории Украины с помощью ресурсов. И, да и все, потому что если США не будут использовать Украину как площадку для антироссии, тогда все уйдет исключительно в вопрос денег. Если мы увидим, что отношения США и России опять будут ухудшаться, тогда может возникнуть снова этот интерес, но мне хочется верить, что украинцы поймут, что они используют, Запад использует Украину как площадку для антироссии, а страдает от этого сама Украина. Запад от этого не страдает. Западные солдаты не гибнут, западные там женщины не уезжают в другие страны, чтобы рожать там детей и никогда больше не вернутся.
Поэтому, безусловно, нет. И это прекрасно показывает, кстати, кейс, казус, пример Югославской войны. Все обвиняли Сербию, Сербия считалась плохим парнем, Хорватия считалась парнем хорошим. Но в итоге, когда все закончилось, все оказались в итоге в одной и той же ситуации. С Сербией было выгодно торговать, с ней торговали. С Россией будет выгодно торговать, с Россией будут торговать. А Украина, да что там, ну если можно денег заработать, тогда и можно иметь с ней какое-то внимание к ней проявлять. А если нельзя, то что, для чего? Строить там какой-то европейский фронтир? Трампу это не нужно. Все как будто бы немножко, знаете, сорвали масочки, и все понимают, что живут не в мире, где правит там справедливость, закон, какие-то ценности, а правит буквально сила. Поэтому нет, конечно, не будет большого дела США до Украины после окончания вооруженного конфликта, за исключением внимания к ресурсам и к земле Украины. По поводу американцев, ведь вот тут очень важный момент. Значит, вы перечислили Куба, Гренландия, Иран, конечно же, да, это вот такие горячие, такие пороховые бочки, куда, собственно, внимание народа, как говорится, сажают. Но сегодня произошло очень такое интересное событие. Грэмми вручали, и это было что-то. Это такое ощущение, что, знаете, помните конкурс Евровидения после помаранчевой революции? Тогда на правах хозяйки Евровидения, да, выступали группы Гринжолы и майданную песню вот эту скандировали. Они не пели, такая песня «Разом нас багато, нас не подолати». То есть Ющенко лично выходил с этим микрофоном, то есть в формате Евровидения, что по большому счету не принято, потому что одно дело там какой-то король там чего-то когда-то был, затесался, это вроде как номинальная власть, больше символическая во всех странах. А тут мы видим, что это прям, ужас. Грэмми в этом году просто порадовало. Билли Айлиш выходит и говорит, что ни один мигрант не может себя чувствовать чужим на земле, которую украли в свое время. Другой там рэпер говорит, Ice Out начал призыв. Прям какой-то революционный акт Грэмми, вручение Грэмми получился. Причем лично Трамп отреагировал на шутку про остров Эпштейна и остров Гренландия, да, ведущего и комика, там, который там вел это мероприятие. Может Трамп пока, скажем так, всех мирит, это старый мем, да? Сейчас всех помирил и спит. Пока Трамп всех мирит по планете, против него поднимут восстание внутри. А есть почему. Все звезды, все публичные личности, это, простите, не у нас в Украине, когда о ТЦК никто не говорит об этих зверствах и ужасах. Ни одна звездулька, ни один там певец, ни одна группа, ни один фронтмен. В Америке все говорят о том, что, условно, миграционная вот эта служба лютует, бесчинствует, и об этих смертях, Миннеаполисе, которые мы там видели и которые поднимают народное восстание. Как вам кажется, резкий развал Соединенных Штатов, чем не сценарий? На самом деле, конечно, более прозаично в том, что касается Соединенных Штатов. Дело в том, что, смотрите, одна из причин, по которой победил Дональд Трамп на выборах в 2024 году, состоит в том, что республиканцы на выборы дошли, а многие демократы на выборы не дошли. Поэтому в значительной степени американские партии строят свою кампанию на мобилизации уже имеющегося у них электората. Буквально полгода назад у демократов дела были так себе. У них нет ярких лидеров. У них, Гэвин Ньюсом, там тот же знаменитый, имеет много проблем. Об этом в другой раз. У них нету больших каких-то политических вопросов, на которых они могут построить кампанию. Сейчас этот вопрос появился. Вопрос этот появился, посмотрите, как они с нами себя ведут. Они приходят в наши города как оккупанты, они людей там стреляют им в затылок, потому что вот этот господин Претти, второй погибший во время протестов в Миннесоте, правда, если посмотреть видео, оно довольно тяжелое, да, что вот он уже вроде как не оказывает сопротивления, а его, буквально добивают. Поэтому сейчас будет с помощью раскачки эмоций
вестись вот эта мобилизационная кампания, чтобы как можно больше демократов пришли на выборы. То есть сейчас они походят на протесты, сейчас они покричат на этих айсовцев, сейчас они побьют там машины, побьют фары. И потом вот это все до выборов будет продолжаться, уже не так много времени осталось. И они таким же строем, этими маршевыми колоннами дойдут на участки и проголосуют против республиканцев. Так что это тактика мобилизации избирателей, и, в общем-то, довольно классическая для США. США страна децентрализованная во многом, и там не бывает такого момента, как, знаете, у нас в русскоязычном пространстве говорят, ну, началось. Там вот этого началось по всем штатам не будет. Штаты довольно сильно друг от друга отличаются, и поэтому я думаю, что это будет использоваться исключительно как политический инструмент для мобилизации электората, чтобы ударить по Трампу с помощью выборов. С выборами худо, если так, по поводу досрочных выборов, например, да, вот, результаты которых стали известны буквально вчера. Ну, в общем, не получается побеждать. Даже в том округе, где там побеждал условно Трамп, от Харрис, да, побеждает кандидатка от демократов. Демократов, да. Ну, и, в общем, мы это видим, понимаете, как-то вот с выборами вот и не складывается на этом фоне, поэтому нужно что-то предпринимать, а Трамп, получается, нечего предложить. Он предлагает какие-то там, не знаю, 1000 на ребенка, вот эти подъемные, да, там, мы сейчас фонд S&P, и будут эти 1000 будут проценты, благосостояние. Потом, помните, раздавать по 2000 он хотел с тарифов, но вроде как там что-то не заладилось, забыли, замяли. Говорит, я что, об этом говорил? То есть конкретных механизмов нет у Трампа. Такое ощущение складывается. Как быстро, ну, собственно, взять и американцев простимулировать за себя проголосовать. Да, мы видим, что, ну, вообще Дональду Трампу, конечно, не избираться. У него во многом такое, типа, на все деньги уже играет, пытается выполнять предвыборные обещания, делает это довольно иногда неуклюже. Но, тем не менее, в чем ему не откажешь, так это в последовательности, в том плане, что он вот что обещал, то он и делает, или пытается делать. Он обещал попытаться положить конец нелегальной миграции, ну, пытается как умеет. Поэтому, безусловно, ситуация для него сейчас не выглядит хорошей. Безусловно, сейчас похоже, что демократы победят на выборах промежуточных, да, и как минимум одна часть Конгресса, да, Палата представителей, будет за демократами. Но вот он пытается сделать, что он может успеть. Тем более во внешней политике мы понимаем, что традиционно американский президент значительно менее скован, чем в политике внутренней, поэтому вот вопросы Кубы, Ирана, Гренландии продолжат, что называется, быть актуальными в его повестке. Ну, я так понимаю, что Гренландию под свое крыло взяли в Кремле. Ой, Гренландию, Иран имеется в виду, да, Иран. Гренландию отдали, я так понял. А Иран вроде как с Кремлем сейчас очень плотно договариваются иранцы. Понимаете, по Кубе там вопросы, но, судя по всему, Куба будет самая легкая добыча из всех перечисленных Трампа. Ну, вы знаете, дело в том, что Россия тоже не будет таскать для руководства Ирана каштаны из огня. Сейчас, смотрите, мы живем в эпоху, которая как бы гораздо более откровенна. Все право силы решает, среди западной элиты полно педофилов, как бы, да, все, а мы мужики-то и не знали. И сейчас, по сути, каждая страна, которая хочет иметь некую внешнеполитическую состоятельность, проходит испытание, проходит тест. А смогла ли, например, Исламская республика, режим, который сейчас в Иране установлен, смогла ли она наладить контакт с народом? Смогла ли она заставить людей добровольно выходить за власть на войну в случае нападения американцев? Или не смогла? И, по сути, судьба сейчас бросает испытание аятоллам. Потому что они выбрали этот путь. Они могли пытаться деэскалировать ситуацию, но они раз за разом ставили себя в качестве противника США, в качестве противника Израиля. Когда-то отступали, когда-то наступали, но все равно в лексике,
позиционирования всегда шли на конфронтацию с США. Ну вот посмотрим, чего стоит сейчас состоятельность. Смогла ли Исламская Республика стать поистине народным режимом? Или в итоге, то есть протесты были просто так, правда это были смутьян, или это было истинное народное недовольство? Вот сейчас мы и узнаем, потому что, видимо, будет какое-то действие против Ирана. Иран своей слабостью, в общем-то, это действие сам как бы к себе привлекает, потому что, помните, Иран бомбили, да, в прошлом году разбомбили ядерные объекты. Что было потом? Иран пошел на переговоры. Дональд Трамп убил бригадного генерала Касема Сулеймани. Что было потом? Иран пошел на переговоры. Иран раз за разом отступал в этом противостоянии, или не имея средств, или не имея сил, или не имея политической воли, но тем не менее. Слабость всегда приглашает новую агрессию. И Иран не смог убедить США силой не покушаться на свой собственный суверенитет. И, знаете, в этой ситуации вот интересным образом Россия свою состоятельность показала. Ракеты когда должны были закончиться? Через 3 дня. Экономика должна была рухнуть через 2, 3, 4 месяца. И ракеты не закончились, стало больше. И экономика никуда не рухнула, хотя, очевидно, по многим параметрам нелегко. Но в этом плане тест Россия прошла. Венесуэла, скажем, не прошла. А Иран пройдет ли? Вот узнаем. Тут, кстати, по этому вопросу даже Европейский Союз не прошел тест и, по сути, превратился внешне даже в такого комнатного пуделя Дональда Трампа. Я не думаю, что Россия будет воевать за Иран. Тут, понимаете, или смогли аятоллы сделать нормальную страну, или не смогли. Потому что если они не смогли, воюй, не воюй, кейс Башара Асада показал, что вы можете 3 года воевать за лидера, а потом он все про это самое прошляпит. Поэтому не думаю я, что там Китай самолетами завез системы ПВО. Вы можете завести самолеты ПВО, системы ПВО. Вы можете завести военных инструкторов. Но если у вас нет базы государственной, на которой это все стоит, то это все бесполезно. Поэтому Иран во многом будет справляться со своей собственной судьбой самостоятельно. Мы можем только помочь, а вместо него сделать все не можем. Ну, интересно, конечно, да, что хочет Трамп по Ирану. Он так уже 2-й раз накатывается серьезно. Рынки реагируют сумасшедшим образом на это. Это вот такое ощущение, что они уловили уже там у него с семьей эту бизнес-стратегию, да, там громко чего-то топнуть ножкой, быстренько начинают перетекать капиталы из актива в актив, ну, везде, то есть, да, по рынкам, там, по крипте, по всяким фондам, по акциям, а потом раз, вот и ничего не произошло, да, и снимают гешефт. Это мы тоже, собственно, тоже, собственно, наблюдаем. Так, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Считаете ли вы важным материалы Эпштейна? 12% да, считают, что это перевернет мировую политику. 22% осадок разочарования, такого морального, не больше. 29% обыденность. В США, возможно, это имеет какое-то значение, и последствия будут иметь. Это важно. Ну, а в мире, в общем-то, и нет. И 38% нет, желтуха и малодоказуемо. Вот какая у нас аудитория. Говорит, малодоказуемо. Хотя, извините... Это правда. Но подождите, прокуроры выходят и говорят, ребята, Минюст США, что ж вы делаете? Засекретьте, что вы пооткрывали? Там есть имена, то есть личные данные жертв, а они же с теми жертвами работают. То есть идет реальное уголовное производство, да, по этим жертвам, по всему. А Минюст это делает очень и очень в попыхах. Поэтому, собственно, вот такая вот история. Так, сейчас Алексей переподключится, дорогие друзья. Там, выключили свет. Ну, бывает, знаете, не только, скажем так, не только же там всем страдать. Там,
тем, кто из Украины. Вот бывает такое, что свет выключают, погода и, собственно, другие причины, сами понимаете. Пока ждем Алексея, я скажу, что, ну, для того, чтобы ответить на ваши вопросы, я всех призываю подписываться, ставить лайки, конечно же. Сегодня следите за, собственно, анонсами. Сегодня будет еще один прямой эфир. Вечером, как обычно, по понедельникам все рассмотрим и, так как говорится, обсудим, включая, да, и, понятное дело, ситуацию на передовой. На передовой есть движение, хотя очень сносно это все оценивается по количеству квадратных метров. Одну цифру, там, 250 условно квадратных километров, называет украинский военный паблик Deep State, взятая россиянами территории Украины в ходе боевых действий. Сами россияне говорят, нет, в 2 раза больше, 500. Это все там опровергается с разных сторон. Это все, собственно, вот таким вот образом. Думаю, поэтому в формате военного дневника я все-таки считаю, что будет интересно рассмотреть линию фронта сегодня вечером. Также приходит, ну, этот Барак Равит, это журналист Axios, говорит, что все-таки да, у него есть подтверждение, что это будет на 3 встреча, на 3. Имеется в виду Россия, Украина и США, потому что Витков отправляется в Абу-Даби, что тоже, скажем так, очень интересно. Примечательно, что на фоне всего происходящего, об этом тоже нужно упомянуть, сегодня в Киев приехал швед, точнее как, не швед, а швейцарец, да, швейцарец Игнатио Кассис. Он министр иностранных дел Швейцарии, да, но с недавних пор он еще глава ОБСЕ. И вот эта вот активизация ОБСЕ очень и очень увлекательно выглядит, особенно для тех людей, которые помнят, что с 2014 года ОБСЕ как раз и были наблюдателями на Донбассе. Значит, этот Кассис, он приехал в Киев, гулял с Сибигой по морозу, давал комментарии, и потом сказал, что завтра он поедет в Москву. И у него такое мирное послание, чтобы все закончилось, чтобы поскорее, собственно, настал мир. Алексей Наумов, вижу, присоединяется к нам. Алексей, звук, свет, картинка. Да, звук, свет, мотор, камера, мотор. Камера, Скакнуло электричество, напряжение, поэтому все отключилось. Видите, как перенапряглись мы сегодня в прямом эфире. Давайте отвечать на ваши вопросы. Как говорится, ничего не вышло. Значит, еще имеется в виду. Перейдем к вашим вопросам. Из тех, которые заблаговременно оставили, потом чат трансляции. Поехали. Значит, тут радуются вам, что наконец-то Наумов 2 недели. Сейчас очень даже в январе-феврале вы нужны. Эпштейны, миграционка, перемирие, ну и так далее. В общем, Спасибо, друзья. Спасибо, что радуетесь. Александр пишет. В книге Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» есть такие строки. Полицаи шли цепью, прочесывая базар, подгоняя оставшихся, но явно 2 дряхлых старух не трогали. Эти облавы были теперь каждый день. Да, опять мы видим, что, скажем так, с напряжением не лады у Алексея. Ну, попробуем, да, все-таки, может, не оставит Алексей без ответов на вопросы, эти злые электрики. Значит, так вот, теперь каждый день, но вот что удивительно, к ним привыкли, как-то сразу же приняли как должное. Это же так естественно. Одни ловят, другие спасаются. А разве бывает иначе? Охота на людей казалась естественной. Наоборот, длительная отсутствие охоты показалось бы невероятным и даже подозрительным. Ну и вопрос задает. Мы знаем, как закончили свой путь те полицаи, что будет с нынешними. Такой, конечно, вопрос больше риторический и философский. Сейчас же зачистки пошли, да, капитальные. Сегодня, кроме того, что уклонистов, всякие схемки, которые как бы продуцируют уклонистов, всяческие, да, накрыли там 100 с чем-то рейдов, в общем, в 20 областях Украины, прям сегодня полиция взялась за всех. Там участники ЦК, которые там руководители, которые отпускали за 2-3 тысячи долларов, те, которые отсрочки выписывали. Сегодня большой на самом деле день в этом плане. Но там есть и вот такие, которые там, например,
инвалидности выписывали, да, или какие-то еще документы. Приходили и к ТЦКшникам, и не к ТЦКшникам, и к самим этим жертвам, ну, вот этого, ну, или как жертвам, выгодополучателям, наверное, если они не идут в армию. Поэтому это людоловство, оно приобретает некоторые другие, да, формы, абсолютно другие. И уйдет наверняка в цифру, да? Даже вот если брать Илона Маска и контакты с Федоровым, друзья, когда он говорит, имеете Starlink, отправляйтесь в ЦНАП, ну, Центр административных услуг. Все такие, здрасте, приехали. Вот это свободный интернет от Илона Маска. Вот это помог, так помог. ЦНАП вообще не хотел идти, а тут придется всем идти. И там ТЦКшники ждут. Поэтому, ну, вот такой момент. Алексей, пользователь спрашивает по поводу тех полицаев, да, Второй мировой, Великой Отечественной. Знаем, как закончили они свой путь. Что будет с этими полицаями, как вы думаете, которые в Украине орудуют? Большая будет, очевидно, большая общественная дискуссия на этот счет, потому что все зависит от того, как все закончится, но я думаю, что ненависть останется. Понимаете, мы с вами говорили о том, как в США было долгие годы формировалось недоверие к собственной власти. На Украине, понятное дело, что власти никто никогда особо и не верил, но то, что люди, соседи, друзья начали приходить домой и типа буквально утаскивать мужиков, это не забудется. Я думаю, что мы увидим кампании мести. Я думаю, знаете, там лет через 10 там произошло убийство. Выяснилось, что погибший, оказывается, был сотрудником ТЦК, и когда-то там у кого-то мобилизовал сына, и сын этот погиб на фронте. Я думаю, что это будет мощная незаживающая рана на долгие годы. Я думаю, что это не забудется, потому что, понимаете, это не будет восприниматься как государственное дело. Это будет восприниматься как вот этот человек забрал у меня родственника, и, по сути, из-за него мой родственник погиб. И я думаю, мы увидим мощный общественный раскол. Следующий вопрос, пожалуйста. Значит, добрый день. Кому Россия будет продавать газ в 2027 году? Ведь Европа все с уважением. Алексей, ваш тезка, задает вопросы. Алексей, вы как прям в воду глядите. Сейчас приходит новость, что за первый месяц 2026 года Россия увеличила прокачку российского газа по турецкому потоку на 10 с лишним процентов. И все как-то так удивлены. Ну, в первую очередь, конечно, Китаю, потому что одобрено строительство газопровода «Сила Сибири-2». Можно спорить о ценах и так далее, но смотрите, какая история. Китай все больше идет по пути конфронтации с Соединенными Штатами. Я буквально вот был пару недель назад в Китае и общался с людьми, похоже, они наконец понимают, что Запад не является для них, в общем-то, той силой, с которой можно сосуществовать. Рано или поздно придется с американцами все-таки сталкиваться. Да, я не говорю про войну, я говорю именно про холодную войну, про противостояние. В этой ситуации Россия остается единственной, как бы, по сути, страной, которая является надежным поставщиком энергоресурсов. Мы связаны с ними по земле. У нас есть газопроводы. Помните, что строительство газопровода «Силы Сибири-2» было одобрено китайцами после того, как была война 12-дневная, кажется, да, между Ираном и Израилем. Потому что они поняли, завтра Ормузский пролив перекроют, танкеры с этим сжиженным газом там черт знает куда будут идти, а тут у вас есть стабильный поставщик. Поэтому я думаю, что сейчас Россия будет в первую очередь поставлять Китаю, но я думаю, что когда закончится конфликт вокруг Украины, конфликт России с Западом, довольно быстро на Западе появятся голоса типа, а надо же все-таки торговать с Россией. С Россией выгодно иметь отношения. Мы теряем нашу промышленность, потому что газа нет. Мы теряем нашу конкурентоспособность. Сложно долго ненавидеть. Ненависть требует постоянной подпитки, постоянного угля, топлива. А когда война закончится, этого угля будет все меньше. Поэтому я думаю, что Китаю, но затем в том или ином виде неизбежно возобновление энергетических связей с Западом, потому что и на Западе меняется политическое лидерство, и в России со временем тоже поменяется. В общем, это логика географии.
Кристина спрашивает. Добрый день, Александр, уважаемый гость. Вопрос. При ковиде заработали фармацевтические компании. Сейчас те, кто производит оружие. Как скоро начнут зарабатывать предприятия, выпускающие продукты и воду? Благодарю. Хороший вопрос. Ну, понимаете, предприятия, выпускающие продукты и воду, никуда не деваются и сейчас. Спрос на их продукцию довольно постоянный, да, по мере там роста населения он растет. С водой это интересно даже, скорее, это все-таки вам нужны источники воды, да, вы не только там сможете ее откуда-то там из маны небесной, из дождей получать. Но вы говорите о сверхприбылях. Сверхприбыль возникает тогда, когда на продукцию есть сверхспрос. Сверхспрос на оружие, понятно, из-за вооруженного конфликта, сверхспрос на фармацевтические продукты и продукцию из-за эпидемии, сверхспрос на еду может быть после экологической катастрофы. Сверхспрос на воду может быть после глобального потепления и повлекшей ее экологической катастрофы. Так что смотрите, со временем еда и вода, особенно еда, становятся все более доступны. Снижается число голодающих в мире. И как раз-таки человечество идет к тому, что еда не становится товаром престижного потребления. И дай бог, чтобы не было периода, когда у производителей еды будут сверхприбыли, потому что тогда нам всем с вами будет, что называется, тяжело. Поэтому, да, в случае экологической катастрофы, но мы с вами надеемся, что ее все-таки не будет. В случае ядерной войны, кстати, например, радиационное заражение, пшеница не растет, крокодил не ловится, не растет кокос, оставшиеся не пораженными радиацией поля могут быть довольно престижны и привлекательны для инвесторов. Но давайте все-таки надеяться, что такого не будет. Да, давайте будем надеяться. Следующий вопрос от Оксаны. Кубе надо только пару месяцев потерпеть, и Трамп переключится на выборы, а по поводу Ирана перекроют Ормузский пролив, и тогда Трамп точно выборы выиграет, когда нефть и газ улетят в точку. Что думаете? Ну, смотрите, безусловно, у каждого государства есть своя стратегия. Эта стратегия должна определять то, как государство ведет себя в случае нажима. Вот США давят на Кубу. Как поступать? С одной стороны, можно попытаться пойти на компромисс, что-то сдать американцам. А можно попытаться переждать. Стратегия переждать будет выигрышной, если Трамп отступит со временем. Но отступит ли он? У него есть в администрации Марко Рубио, человек, который, в общем-то, радикально настроен по отношению к Кубе. Он может не дать спустить этой ситуации на тормозах. Поэтому я думаю, что Куба находится в сложной ситуации. И опять же, ей, как я и говорил, пришло время пройти испытание судьбой. Сможет ли она сдержать напор США? Или люди внутри Кубы действительно будут рады тому, что американцы придут, свергнут, наконец начнется там нормальная жизнь, как они могут считать. Ну вот и посмотрим. Тут, понимаете, этот экзамен Куба тоже будет сдавать в одиночестве. Мы можем ей помочь, но вместо нее таскать каштаны из огня не можем. С Ираном та же ситуация. Простите, Александр, там был вопрос про Кубу, и вторая, кажется, была страна упомянута, она у меня вылетела сейчас из головы. Вы не помните? Куба и... Гренландия, Венесуэла. В этом ряду вы имеете в виду? Короче, в общем, да, страны, которые бросают вызов Соединенным Штатам, сейчас... Нет, смотрите, Канада вот не бросает вызов Соединенным Штатам, но он говорит, это первое на включение, понимаете? Ну ладно, Канаду, на самом деле, я не думаю, что Трамп включит в состав. С Гренландией куда более вероятная история. Канада, она идет на тактические уступки и пока держится. Пока даже с китайцами налаживает какие-то отношения. Тут, понимаете, Канаде и другим странам важно пройти между струйками и свою цель реализовать, да, там наладить сотрудничество с Китаем, и Трампа не сильно разозлить. Пока плюс-минус удается.
Это да. Значит, так, нас тут атаковали какие-то товарищи в чате. Ну, мы их быстренько как бы подчистили. Всем спасибо, что в чате пишете свои вопросы. Спроси, пожалуйста, выйдет ли Германия из Евросоюза, Саша? Обращаются ко мне, спрашиваю с удовольствием. Алексей, Германия будет выходить из Евросоюза? Не думаю. Германия является одним из фундаментов, столпов Европейского Союза. Она скорее борется за лидерство в ЕС. Там с Францией они, да, перетягивают канат. То, что Мерц говорил касательно того, что уж если вы не сотрудничаете с ЕС, хотя бы сотрудничаете с Германией, да, внутри ЕС растут некоторые как бы центробежные силы. Роль каждой отдельной страны становится все более важной. Но пока нет. Я думаю, что если Германия выйдет из ЕС, ЕС перестанет существовать. Я поэтому не прогнозирую этого. Сергей, удастся ли США уговорить Индию покупать венесуэльскую нефть вместо российской? Как вам роль миротворца США по отношению одной из сторон, России? Неужели в каждой ситуации в новой маске? Ну да, мы знаем, что есть крупнейшая частная нефтяная компания Индии, которая называется Reliance Industries или Reliance Oil Industries, точно не помню. И она одна из первых выразила интерес к покупке венесуэльской нефти, потому что это тяжелая нефть, примерно похожая на Юралс, которую можно на ее заводах перерабатывать. Я не думаю, что вся российская нефть будет заменена. То есть я думаю, что Индия будет вести себя подчеркнуто нейтрально. Вот Reliance говорила, что им важна цена. Если венесуэльская нефть будет дешевле российской, то да, она будет закупаться, но я не думаю, что вся российская нефть будет заменена венесуэльской на индийских заводах. Индия подчеркнуто нейтрально себя ведет, и я думаю, что продолжит примерно в таком же ключе поступать. Посол США при НАТО заявил о последнем ярде в завершении войны в Украине. Получается, что обещанных Европой 90 ярдов не будет? Я думаю, что, смотрите, с точки зрения Украины поддержание конфликта и его продолжение выгодно, потому что когда у вас продолжается конфликт, у Европы сохраняется интерес к тому, чтобы, соответственно, продолжать спонсировать Украину. Когда все уже закончится, когда перестанут звучать выстрелы и перестанут лететь ракеты, логика будет типа, да чё, нормально, слушайте, нам уже и самим как бы важны наши деньги, так что уж не будем, не надо. Поэтому я думаю, что пока продолжается конфликт, Украина будет снабжаться деньгами. Когда конфликт будет закончен, это все довольно быстро сойдет на нет. Европейским избирателям не будет нравиться, что их деньги все больше и больше уходят на Украину. Угу. Сколько продержится Украина? Украинцы в Киеве уже гадят, чтобы согреть трубы. Ну, это да, это сегодня сообщение было, не знаю, видели вы или нет. Есть энергетический эксперт, говорит, что канализация не замерзнет, потому что продукты жизнедеятельности, они ж теплые туда в канализацию идут, поэтому все будет хорошо. То есть вот до этого уровня аналитики, энергетики, собственно, уже дошли по поводу там канализации, туалетов и вот этих заявлений одиозных, что нужно рыть ямы и, в общем, устанавливать туалеты с дыркой, так сказать, во дворах многоэтажных. Ну, я не сторонник злорадства в этом вопросе. Очевидно, что, смотрите, тоже внимательные читатели моего телеграма чуть историю читали, но вообще, если внутри страны государство, особенно авторитарное, полицейское, сохраняет контроль над органами принуждения, довольно долго можно все это терпеть, винить внешнего агрессора внешнего, значит, какого-то виновника, и продолжать затягивать пояса. Поэтому я думаю, что довольно долго еще может все это продолжаться, тем более, со временем морозы спадут. Мне это как бы все не нравится, но мы понимаем, да, что пока Украина не согласится на российские условия, ситуация для Украины улучшаться не будет. Это факт. Здравствуйте. Есть ли вероятность, что войны в данном веке будут продолжаться по некоторым экспертам до 2050 года, пишет Вячеслав, и вас спрашивает.
Ну, мы сейчас находимся в некой эпохе пересборки мирового порядка, да, очевидно, что вот тот период, который у нас был там с 90-х годов, который сопровождался довольно низким уровнем войн, ну, тем более в Европе, там Югославия была, но в целом было довольно спокойно, он меняется. И когда он устаканится, не очень понятно. Вполне возможно, что как раз разрешение украинского конфликта даст нам новую архитектуру безопасности в Европе, и мы сможем ситуацию на какое-то время устаканить, утихомирить. Но потом будет Тайвань, возможно, да, и фокус переместится в Юго-Восточную Азию, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому в Европе, я думаю, что мы близки к установлению какого-то нового миропорядка. С другой стороны, возможно, следующая ситуация. Сейчас по Украине договоримся, и будет холодная война между Россией и Европейским Союзом. Все будут вооружаться, готовиться к войне, и тоже стабильность это будет такая, что называется, вооруженная. Но, тем не менее, хотя бы горячих войн в Европе больше быть не должно. Вопрос. Если Кубе предложат статус Пуэрто-Рико, что это изменит? Что вообще за статус, Алексей? Ну, это не инкорпорированная территория, это будет, по сути, колония, да, в каком-то смысле, но правящий кубинский режим, безусловно, при этих раскладах власть потеряет. И, ну, Куба будет жить, как бы, да, никто же не будет там всех кубинцев выселять на Мадагаскар или там убивать. Поэтому вопрос сохранения режима, да, вот этой кубинской революционной республики, статус Пуэрто-Рико для них смертелен. И вот вопрос, а кубинцам-то как? Выйдут ли они с оружием в руках защищать свою собственную власть? Ну, посмотрим. Если власть кубинская смогла выстроить, стать единой с народом, тогда выйдут. А если не смогла, тогда не выйдут, и статус Пуэрто-Рико вполне возможен. Ну, скорее всего, будет как с Венесуэлой, понимаете? Ведь как с Венесуэлой, Алексей? Вот смотрите, мы говорим, что, вернее, ну не мы говорим, какие-то люди говорят, что там была смена режима. Нет, там не было смены режима. Просто забрали президента, поставили своего. Режим остался на месте. Дональд Трамп отличается от других американских президентов тем, что он не пытается выстраивать в покоренных землях новое общество, как они пытались в Афганистане, как они пытались в Ираке. Все это не сработало. Трампу куда проще как бы просто верхушку отрезать, поставить туда новую верхушку, а чтобы вот вся эта система корневая, которая проросла в каждую, да, там до каждого двора власть, чтобы она осталась, да, и просто новая голова была у этой власти. Поэтому с Кубой сложнее, потому что мощный идеологический вот этот аспект, можно ли там дать президента, значит, этого свергнуть и поставить своего? Ну, как будто бы нет, как будто бы там более идеологически заряженная система. Ну вот посмотрим. Опять же, понимаете, это то самое испытание, тот самый тест, который проходят сейчас страны вроде Кубы или Ирана. Так, вы тут хвастались, как можно страну победить. Как, тут написано, обанкротить Англию, интересуются в чате. Как обанкротить Англию? Да. Слушайте, ну, я думаю, что, как Джей Ди Венс шутил, да, что Англия это будет первая исламская страна, обладающая ядерным оружием. Тут вопрос в том, что буквально социальные процессы, которые происходят в Великобритании, гораздо больше вызывают, на мой взгляд, проблему. У Великобритании до сих пор огромный моральный капитал, да, люди до сих пор отправляют туда детей учиться, индийцы тоже считается очень престижно, если в Лондоне будет там учиться их чадо, поэтому пока простого способа не представляется, а то, о чем я говорил, смотрите, да, у меня же есть телеграм-канал «Внешпол», и там есть еще типа небольшой платный каналчик для своих, и там я вот расписывал теорию принуждения, как ее американские отцы-теоретики, что называется, разжевывают, как давить на страну, чтобы она делала то, что ты хочешь, да, с помощью там ударов по инфраструктуре и так далее. А кейс Великобритании нет, мы сейчас, наверное, никак ее не обанкротим, она все-таки уже довольно сильная страна. Политическое влияние ее можно снижать, но Великобритания в целом завязана на некий коллективный Запад, да, коллективный Запад сейчас разобщен из-за того, что есть американцы, есть Европейский Союз, но вот если вы хотите их ослабить, надо бить вот в это разногласие между США и ЕС, увеличивать раскол внутри западного лагеря, чтобы, грубо говоря, Франция тянула дело на себя, Германия на себя, Великобритания на себя, и все работали, грубо говоря, против своего собственного соседа,
вот тогда влияние Великобритании будет ослаблено. А пока она является частью этого брюссельского обкома, ну, не брюссельского, понятно, что она вне ЕС, но такого западно-либерально, как демократическая партия США, да, условно говоря. Так что разделяй и властвуй. Вот, Да, так. да, значит, тут напоминают нам о том, что по поводу еды, еда роботам не нужна, и вовсю все понимают, что будущее... Ну, это сегодня у меня тоже был эфир, тоже мы рассуждали, поэтому, наверное, отсюда такой комментарий, что Илон Маск же роботов будет запускать. И вполне вероятно, что войну в Украине не закончит, чтобы и это оружие оттестить на поле боя вот этой войны. Понимаете? То есть конца и края не будет. Смотрите, интересная история с населением и роботами. Вообще традиционное общество, оно способствует деторождению. У крестьян в бедности всегда много детей. Хоть кто-то да выживет, хоть кто-то да... Плюс нужны люди помогать в поле. Да, очевидно, там уже с 5 лет можно какую-то маленькую легкую работу человеку давать. По мере того, как общество урбанизируется, то есть переезжает в города, количество детей, которые рождают люди, снижается. И это характерно для всех народов. Типа те самые мигранты, которые переезжают там, не знаю, в Россию, в США, в Германию, они во втором-третьем поколении начинают иметь по одному, там, двух детей, как и, собственно, коренное европейское население. Почему? Потому что требования к детям гораздо выше. Хочется дать ребенку хорошее образование. Хочется, чтобы он не объедками питался, а нормально жил, нормально ел, нормально учился и что-то из себя представлял. Но предположим, что утопия с роботами даст нам бесконечный источник ресурсов. Как там в советской песенке пелось, вкалывают роботы, а не человек. Тогда резонно предположить, что если вы точно знаете, что ваш ребенок благодаря роботам будет накормлен, обут, одет, и у него будет время, не знаю, рисовать картины, так вам можно и больше детей рожать тогда. Потому что на всех хватит еды, на всех хватит художественных школ. Поэтому вполне возможно, что нас ждет увеличение, кстати, рождаемости. То есть обратный эффект, да. Да, это же вот, ну почему не рождать сложно? Вот прикиньте, в современной семье там родить 4 детей, всех еще в университет отдать, чтобы все потом как-то состоялись, это где таких денег взять? А если у вас общество всеобщего благоденствия и изобилия, так тогда вполне может быть, что детей будет больше. На радость Илону Маску. Илон Маск, как мы знаем, выступает за сохранение человеческой расы. И роботов он создает не чтобы заменить людей, а чтобы людям помочь. Такой вот он любитель человечества. Угу. По поводу стабильности положения производств продуктов питания Наумов погорячился, пишет пользователь. В России для них непростые времена уже лет 10. За это время и качество сильно упало, и цены значительно подросли. Ну, слушайте, я, конечно, небольшой экономист с точки зрения точно России. После как раз Крыма ассортимент российских магазинов довольно сильно улучшился, расширился. Пармезан российский очень хороший теперь ныне. Ветчины всякие, копы Депорка. Вот, я как человек... Я сам с поварским образованием, кстати, с 24 года тоже могу оценить. Мы тоже в школе, кулинарной школе Новикова, использовали только российские продукты. Они были роскошные, прям буквально шикарные. Я же говорю про человечество. Я же говорю не про Россию, вы же меня спрашиваете, типа, получают люди, значит, сверхдоходы, а когда сверхдоходы будут получать производители еды? Потому что не в России имелось же в виду, а в целом, когда эти производители еды будут получать сверхдоходы. Так что... В общем, вывод простой, российские производители еды сверхдохода не получат. Да, но российские производители еды классные. Я всем советую, реально, качественно скакнули вперед по тем продуктам, которых раньше в России вообще не делали. Так что все хорошо. Хотя, понятно, цены повышаются, там НДС повысили, сложности есть, но именно качество, а не выгодность или доступность вполне на хорошем уровне. Надеемся, что и с доступностью будет лучше. Но мы здесь не об этом. Так, Анна пишет вам в клубе зрителей, давайте на этом вопросе закончим сегодняшний эфир. Сейчас пришла новость, что Уитков примет участие в переговорах России и Украины. Рубио на своей пресс-конференции заявил, что ни Виткова, ни Кушнера на этих переговорах не будет. На заседании Кабмина Уитков присутствовал в качестве кого? И докладывал об успехах США во внешней политике.
Как так получается, что два, считай, проходимца, людей без официальных госдолжностей, работают эффективнее, чем весь Госдеп? Госсекретарь выглядит странно и выпускает лишь директивы посольствам, чтобы в США не пускали толстых, больных, кто не мог отжаться 100 раз и так далее. Мы дошли в дипломатии до вестфальских времен. Подарочная, брачная, дружеская и так далее. Дипломатия? Да, салютуем знанию о вестфальской системе. Действительно, мы пришли к моменту, когда формальные институты, формальные органы власти во многом себя изжили. И все эти профессиональные дипломаты при Джо Байдене ни черта сделать не могли. А буквально там зять Трампа и его там соратник по гольфу приблизили нас к мирному разрешению больше, чем когда-либо за прошедшие там 3-4 года. Так что это свидетельство того, что чего-то в этой системе не работает. И действительно, возможно, небольшой откат к такой персоналистской системе, когда буквально, да, там, зять императора или там сын короля лично решает какие-то вопросы, оказывается более работоспособный. Ну ладно, слушайте, главное процесс, а уж если госсекретарь его делает или спецпредставитель, да, тоже такой интересный, спецпредставитель, там, ну, буквально какой-то гонец короля, ну вот, оказывается более эффективным. Это скорее свидетельствует о том, в какое время мы с вами живем, и о том, как система пытается сама себя реформировать. Да? Мы видим, что формальные связи не очень работают, и мы откатываемся в знакомый нам формат личных представителей. Ну вот Кирилл Дмитриев тоже, да, понятно, вот спецпредставитель российского президента, тоже ведет довольно активные, ну и, надеемся, эффективные переговоры. Так что такие нынче времена, как говорил Владимир Владимирович Познер. Да, Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Алексей, благодарю за время и мысли. Да, спасибо вам, Александр. Спасибо большое, друзья, что слушали. Извините, что отключался пару раз по техническим причинам. Подписывайтесь на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. Внешняя, то бишь политика. Всех буду рад видеть. Спасибо, что слушали. Надеюсь, было не очень скучно. До скорых встреч. Да, друзья, обязательно встретимся. Подпишитесь на Алексея, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите в комментариях, что думаете по поводу нашего разговора и по поводу происходящего. Это самое главное. Ради чего, собственно, мы выходим в эфир, обсуждаем все эти тонкости и перипетии. Но самое главное, еще более важное, да, это берегите себя и друг друга. Добра и света.